Готовы ли вы услышать правду, которая может разрушить ваш комфорт, но также сделать вас свободными? Потому что, как только ты услышишь это, как только завеса будет приподнята, ты уже никогда не вернешься к прежней жизни. И мне нужно, чтобы ты кое-что понял, только да давайте пойдем дальше. Это не игра, это не просто очередное видео, и это не очередной момент хорошего настроения, заканчивающийся мягкими словами и ободрением. Нет. Это жестокое объявление, божественное вмешательство. Небесное столкновение с истиной, которую вы избегали. На ней написано ваше имя. Она кружила в вашем духе. И вот она здесь. Где-то в холодном ящике или стерильной папке лежит листок бумаги с вашим именем, отпечатанным наверху жирным шрифтом. Возможно, он еще не попал к вам в руки. Он все еще может быть заперт в кабинете врача, в финансовой книге, в судебном решении или в дрожащей тишине вашего подсознания. Но он существует. И слова на этом листке имеют вес больший, чем готово вынести ваше сердце. А что, если бы слова на этой бумаге гласили «времени больше нет»? А что, если бы они сказали «терминал»? А что, если бы они сказали «банкротство»? А что, если бы они сказали «необратимый ущерб»? А что, если это был момент, который разделил твою жизнь надвое? Видите ли, большинство людей живут в шаге от краха, отчаяния, трагедии и даже не знают об этом. Они листают, ждут, надеются, но не действовать. Они не смотреть. Они не молятся. Из-за этого они пропускают момент, Бог пытается вмешаться. Позвольте мне спросить вас, вы игнорировали знаки? Внезапную усталость в теле, которую вы списываете на стресс? Просроченное уведомление, которое вы притворяетесь неважным? Молчаливую холодность в отношениях, о которой никто не хочет говорить? Это не случайности. Это священные сигналы. Священные предупреждения. Сигналы тревоги с небес, звучащие в форме земных неурядиц. И то, что вы сделаете дальше, либо приведет вас к божественному освобождению, либо затянет вас глубже во тьму. Но мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Что-то срочное. Оставайся со мной до самого конца. Теперь ты в Доме Божьем. Потому что есть ключ в этом сообщении. Тайна, погребенная под бурей. Если вы сейчас уйдете, закроете, перейдете вперед или прокрутите страницу, вы пропустите тот самый откровение, что могло бы измениться все для тебя. То, что я собираюсь открыть, необычно. Это сверхъестественно. Божественное указание, обращенное прямо в суть вашей ситуации. Это не совет. Это пророчество, и тяжесть этой истины что-то внутри тебя разрушит. Она разрушит ложную безопасность комфорта и заменит ее чем-то гораздо более мощной – ясность. Цель, точка трансформация, вы стоите у двери. За ней правда, о которой вы и не подозревали. Но дверь не откроется, кому попало. Для этого нужна вера. Это требует, чтобы вы слушали душой, а не только ушами. Потому что по ту сторону этой истины вас ждет нечто, способное изменить траекторию вашей судьбы. Бог шепчет что-то в тишине ваших ночей. Вы думали, что это тревога, страх или просто случайные мысли, но это было Его голос, это был звук небес, готовящих тебя к этому моменту. Моменту, когда невежество заканчивается и откровение начинается. Поэтому я снова спрашиваю вас, вы готовы? Потому что как только я покажу вам, что стоит за этим посланием, как только я открою тайну, которую небеса вложили в мой дух ради вас, вы уже никогда не будете прежними. Ты один шаг вдали от твоего чуда. Но прежде чем мы примем это благословение,
Вам необходимо понимать, сколько будет стоить ваше пребывание там, где вы находитесь. И причина, по которой вас привели сюда сегодня. Так что не двигайся. Не моргай. Пока не дышите слишком спокойно. Грядет истина, и в ней заключено ваше наследие. Этот отчет не просто набор данных, не просто диагноз или финансовый отчет. Это не просто холодный текст на бумаге. Нет. Этот отчет уничтожаете изнутри наружу. Оно не кричит, оно шепчет, медленно разрушая покой родительской души. Оно сидит молча, но его тяжесть давит мечты, душит радость и лишает сна. Вы знаете, о чем я говорю. Такое, которое не просто называет число, оно говорит «история», темная, нежеланная история о борьбе, неудачах, страхе и тихой, неприходящей боли. Потому что дело не только в деньгах. Дело никогда не только в деньгах. Дело в том, что деньги контролируют надежду, возможности, время, дыхание. Когда отец смотрит на отчет и понимает, что не может позволить себе лекарства, необходимые ребенку. Когда мать скрывает слезы, потому что пришло время платить за учебу, а оплатить нечем. Когда семья молится о сломанном двигателе, потому что нет денег на экстренный случай, что это когда бумага ранит сильнее всего. Не словами, а молчанием. Она никогда не произносит это вслух, но она подразумевает что-то душераздирающее. Тебя недостаточно. Но ты есть. Это божественное противоречие. Позвольте мне спросить вас, вы когда-нибудь смотрели на документ, который, казалось, несет проклятие? Счет из больницы. Уведомление о конфискации имущества. Выписка по студенческому кредиту. Итоговая сумма по кредитной карте, которую вы слишком боялись открыть. И в этот момент разве не казалось, что вся ваша судьба свелась к одной цифре? Холодной, безжизненной цифре, которая решает, получит ли ваш ребенок лечение, будет ли у вас свет, будет ли у вас еда на столе на следующей неделе. Это не просто бедность. Это духовная война. Это система нехватки, которая пытается задушить ваши обещания. И это так нет Бога. Чувствуете ли вы это сейчас? Напряжение между тем, что вы считаете возможным в своем духе, и тем, что мир говорит вам о невозможности на бумаге. Эта боль в груди не просто стресс, это священное беспокойство. Это звук вашего духа, восстающего из нетерпения, отказывающегося принять, что это все, что есть. Потому что в глубине души вы всегда знали, вы не рождены для страданий. Вы не созданы, чтобы проводить дни, подсчитывая долги, вместо того, чтобы мечтать о судьбе. Система вас обманула. Он говорил вам, что страдание благородно, что бедность духовна, что нужда формирует характер. Но Бог сказал не это. Бог сказал: ты голова, а не хвост, выше, а не ниже. Бог сказал, что Он дает силу, чтобы получить богатство, чтобы установить Его завет. Бог сказал, что откроет окна небесные и изольет благословений слишком много, чтобы принять. Похоже ли это на слова Бога, который хочет, чтобы вы оставались нищими и обремененными? Нет. Но вот скрытая правда, которую большинство никогда не узнают, эти репортажи, которые ставят вас на колени, они также священны. Да, священны. Потому что, хотя они и несут боль, они также несут в себе скрытую путь. Внутри предупреждения шепот. И внутри этого шепота дверь. Но страх и отвлечение – два убийцы этого божественного путешествия. Они ослепляют вас. Они парализуют вас. Они отвращают вас именно тогда, когда Бог пытается показывать ты нечто вечное. Поэтому позвольте мне спросить вас прямо,
вы действительно готовы услышать что-то, что может потрясти ваши устои. Потому что я говорю не только об эмоциональной поддержке. Я говорю о сверхъестественной ясности, та, которая все переворачивает. Та истина, которая, однажды увидев, требует от вас действовать, иначе вы уже никогда не обретете покоя. Бог вот-вот приоткроет завесу над вашей жизнью. Он вот-вот покажет вам духовный структуропод вашими физическими обстоятельствами. И когда вы увидите это, вы поймете, дело было не в отчете. Дело было в откровении прячется внутри него. Вы можете подумать, что это очередной темный момент. Очередной тяжелый сезон. Но я скажу вам сейчас, эта боль несет в себе обещание. Вот почему вы здесь. Вот почему вы не могли проигнорировать это сообщение. Потому что твоя жизнь кружит по той же пустыне. Тот же цикл от зарплаты до зарплаты. То же ухудшение здоровья. Те же мучения в твоей душе. И ты задаешься вопросом: «Боже, когда же это закончится?» И небеса отвечают: когда ты увидишь истину в испытании. Когда ты понимаешь, что твои страдания говорили притчами. Что каждая бессонная ночь была зашифрованным посланием. Что каждый раз, когда ты почти сдавался, небеса испытывали тебя способность нести благословение. И я знаю, это больно. Я знаю, это утомительно. Но послушай, дорогая моя, на этом ваша история не заканчивается. Грядет нечто божественное. И вы не можете позволить себе пропустить это. Потому что прорыв не наступит снаружи боль, она приближается через это. Этот отчет, эта потеря, эта цифра, это ваш горящий куст. Это место, которое Бог избрал, чтобы говорить. Помните, что я рассказывал вам в части 1? Есть правда, которая разделит твою жизнь надвое. Вот это истина. Тебе не суждено было пережить этот шторм, тебе суждено было стать его наследником, но нельзя унаследовать то, чему не готов противостоять. И благословение не может исчезнуть там, где все еще царит страх. Так что посмотрите еще раз. Не смотрите на бумагу, смотрите через это. Через счет. Через диагноз. Через отсутствие. Есть что-то еще, написанное между строк. Что-то, что видно только глазам веры. Вот почему враг так упорно борется, чтобы держать вас отвлеченными, тревожными, занятыми, прокручивающими, оцепеневшими. Потому что, если вы когда-нибудь остановитесь достаточно надолго, чтобы увидеть, что на самом деле происходит в вашей жизни, вы поймете, что все это время Бог подстраивал вас не для того, чтобы наказать, а чтобы позиция «ты». Поэтому мне нужно, чтобы ты сейчас сделал 2 вещи. Во-первых, прекрати все, что ты делаешь. Этот момент свят. Отдай все свое сердце грядущему. Потому что мы только углубляемся, и то, что ты собираешься получить, больше не будет дано таким образом. Во-вторых, нажми на эту кнопку «Нравится» кнопка. Не потому, что это видео, а потому, что это сигнал. Момент выравнивания. Заявление веры, которое говорит: «Я принимаю это». «Я здесь». «Я проснулся». «Я готов». Оно говорит алгоритму и противнику, что вы будете нет быть подавлен. Вы здесь по божественному назначению. И вот что я собираюсь рассказать дальше, эта история, которая наконец соединит все точки воедино. Чудо, которое отражает ваше собственное. Древняя истина, раскрывающая современный ключ. Но сначала нужно почувствовать вес. Теперь вы готовы к славе. Оставайся со мной. В следующий момент зеркало твоего прорыва. И чудо ближе,
чем вы думаете. Этот момент кажется обычным, даже обыденным. Ребенок бежит по дому, его смех эхом отражается от стен. Он целостный, живой, полный жизни. Его кожа сияет молодостью. Его голос поет от радости. Его дыхание льется без усилий. И все же, под всей этой стойкостью, под невинностью ребенка, еще не знающего времени, что-то смертоносное уже пустило корни. Есть болезнь. Тихая, скрытая, растущая. Никаких симптомов, никаких признаков, никаких причин для тревоги. Но она есть. Вписана в его кровь. Ждет в темных уголках его тела. Угроза, которая еще не проявилась, но будет, и когда это произойдет, если ничего не изменится, будет слишком поздно. Потому что это не метафора. Это не предупреждение, призванное запугать. Это правда, духовная и физическая, открытая из сердца Бога ушам родителя, который не хочет в это верить. Позвольте мне спросить вас сейчас с трепетной ясностью, что бы вы сделали, если бы Бог прошептал вам это? Что ребенок, которого вы видите танцующим перед собой, носит в себе обратный отсчет? Что красота сегодняшнего дня не гарантирует безопасности завтрашнего? Смогли бы вы справиться с таким откровением? Смогли бы вы взять на себя такую ответственность? Смогли бы вы любить своего ребенка и прислушиваться к голосу небес сквозь собственную панику? Вот где мы находимся. И вот где Бог встречает нас не в катастрофе, а в предшественниковый тот момент, когда все еще выглядит прекрасно, все еще кажется безопасным, все еще имеет смысл. Но опасность уже таится за завесой. И Бог слишком любящий, слишком святой, слишком заинтересован в твоей судьбе, чтобы позволить тебе слепо идти навстречу катастрофе. Вы помните историю о царе Езекии? Он был хорошим человеком, праведником, царем, который разрушил идолов, восстановил храм и доверился Богу в то время, когда почти никто другой этого не делал. И вот однажды пророк Исаия приходит к нему со словом, прямым посланием с небес. Не советом, не ободрением, точка предложения. «Приведи в порядок дом твой, ибо умрешь и не будешь жить». 4 царств 21, вы можете себе это представить? Сам Бог посылает пророка, чтобы объявить о приближении смерти. Не просто возможной, не теоретической, не символической, реальной, близкой, решенной. Времени больше нет. И что еще мучительнее, есть нет симптомов никаких внешних признаков. Никаких предупреждений. Никакого обморока. Езекия не потерял сознание. Он не истекает кровью. Он не кричит от боли. Но Бог видит что-то точка невидимой. Что-то растущее, поглощающее, окончательное. И вот божественный образец. Бог открывает конец прежде, чем он придет. Почему? Потому что он хочет дать вам шанс прервать его. Видите ли, болезнь Езекии была не просто физической, она была пророческой. Она представляла опасность застоя, духовного самодовольства, веры в то, что вы уже сделали для Бога, гарантирует то, что Он сделает для вас только следующий, но Бог не торговый автомат. Он – живой завет. И это значит, что каждый день – это решение. Каждый момент – это перекресток. Каждое предупреждение – это акт милосердия. Так что же сделал Езекия? Он повернулся лицом к стене. Горько плакал он, напомнил Богу о своей верности. Он молился от всей души. Он не спорил.
Он не вступал в переговоры. Ансломанный. Он полностью смирился. И внутри момента, прежде чем Исаия успел покинуть дворец, Бог снова заговорил: «Я услышал молитву твою, я увидел слезы твои, непременно исцелю тебя». 4 Царств 20:5. Вот как быстро действует Бог, когда сердце сокрушается по-настоящему. Когда раскаяние истина. Когда отчаяние не только эмоциональное, но и духовное. Бог дал Езекиище 15 лет. Годы, которые никогда не были обещаны. Годы, которые никогда не были запланированы. Годы, которые прерванная смерть. Позвольте мне остановиться здесь и поговорить с вами напрямую. Что, если ситуация, с которой вы столкнулись прямо сейчас, будь то ваше здоровье, здоровье вашего ребенка, ваши финансы, ваш брак, ваш разум, не представляет реальной опасности? Что, если реальная угроза – это духовная слепота? Что, если самое худшее, что с тобой происходит, это не то, что ты видишь, а то, что ты не можешь видеть? Позвольте мне спросить вас, обращаете ли вы внимание на тишину? Прислушиваетесь ли вы к тем местам в своей жизни, которые кажутся спокойными, но на самом деле гниют изнутри? Потому что Бог пытается говорить с тобой только сейчас, пока все кажется нормальным. Пока ваш ребенок выглядит здоровым. Пока работа приносит деньги. Пока ваше тело еще держится. Потому что Он – начало и конец. И Он говорит: если ничего не изменится, это закончится трагедией. Но в этом предупреждении заложена надежда. Вы можете это изменить. Да, ты. Прямо здесь. Прямо сейчас. Ты можешь упасть на колени, как Езекия. Ты можешь отвернуться к стене. Ты можешь взывать со слезами, которые ты сдерживал. Ты можешь раскаяться. Ты можешь встать на одну доску. Ты можешь раскрыть руки и отпустить то, что ты так крепко держал в руках. Потому что Бог дает тебе это откровение не для того, чтобы наказать тебя. Он дает его для того, чтобы позиция «вы». Изменить окончание. Переписать отчет. Речь идет не только о смертельной болезни. Речь идет о губительных последствиях промедления. Игнорирование тихого голоса небес до грохота грома. Притворство, будто настоящее гарантирует будущее. Но ваш Бог не подобен человеку. Он открывает вам путь, чтобы вы могли изменить это. Он показывает опасность, чтобы вы могли выбрать путь обхода. Он возлагает бремя завтрашнего дня на ваш дух сегодня, чтобы вы могли выбрать жизнь. А теперь я должен задать вам несколько трудных, болезненных вопросов. Вопросов, на которые вы, возможно, не захотите отвечать на «должен». Что из того, что Бог уже сказал вам сделать, вы откладывали? Кого вы отказываетесь простить, даже если от этого зависит ваш мир? Какое семя ты из страха удержал, хотя Бог обещал тебе урожай? Какой голос, который не принадлежит небесам, ты все еще слушаешь? Позволили ли вы комфорту заменить убежденность? Вы променяли свой алтарь на свое расписание. Потому что, мой дорогой, что-то растет. И если вы не противостанете этому в духе, оно противостанет вам в физическом мире. Но если вы откликнетесь Богу сейчас, если примете это слово, если начнете действовать, если преклонитесь перед Ним, как Езекия, еще есть время. Все еще жизнь. Все еще исцеление. Все еще чудо. Не позволяйте тишине обмануть вас. Сейчас ребенок, возможно, выглядит хорошо. Финансы могут показаться управляемыми. Отношения могут казаться мирными. Но если небеса сказали, что что-то не так под поверхностью, это является, и если Он открыл это сейчас, значит, сейчас ваш момент, чтобы предотвратить похороны.
Остановить конфискацию имущества. Переписать сценарий. Отменить результат, что задумал враг. Вы не беспомощны. Вы не брошены. Вы не застряли. Ты один, реши подальше от божественного поворота событий. Потому что Бог говорит: «Я – начало и конец». Он видел конец пути, по которому вы идете, и Он дал вам это послание не как угрозу, а как спасать. Он кричит в твою тишину. Он освещает твою тень. Он посылает пророка не для того, чтобы судить тебя, а чтобы пробудить тебя, прежде чем разразится буря. Итак, позвольте мне повторить это еще раз с предельной ясностью: сейчас или никогда. Не в следующем году. Никогда все успокоится. Никогда ты будешь готов. Сейчас. Потому что чудо ждет тебя. Послушания, а не ваше понимание. Исцеление ждет вас. Смирения, а не ваш комфорт. Прорыв ждет вас. Ответ, а не ваше оправдание. Годы Езекии были добавлены не потому, что он был совершенен, а потому, что он верил предупреждение. А что насчет тебя? Неужели вы упустите этот момент? Или вы упадете перед Богом и воскликнете: «Не моя воля, Господи, но Твоя»? Откроете ли вы глаза на скрытую болезнь молчаливого врага, невидимое разложение, и скажете: «Господи, исцели меня, и я исцелюсь»? Потому что это ваш момент. Следующий раздел содержит самые ключевые. Молились о божественной стратегии, которая поможет обратить вспять необратимое. Но вам пришлось испытать боль, прежде чем вы смогли получить обещанное. Оставайтесь со мной. Потому что сейчас самое время войти в откровение и выйти с другой стороны чуда, которое ты был рожден нести. Есть что-то священное в предупреждении, данном вовремя. Тихий стук в дверь перед потопом. Шепот с небес перед крушением. Это милость Божья, не гнев, не наказание, не ужас, но время обратиться. Время молиться. Время меняться. Когда Бог говорит в настоящем о будущей катастрофе, Он не пытается вас напугать. Он пытается пощадить тебя. Его голос не угроза, а дар. Это голос любящего Отца, который видит то, чего вы еще не видите, и предлагает вам нечто бесценное – шанс остановить боль до ее начала. Именно там вы сейчас и находитесь. На грани того, что может стать трагедией, но также и на пороге того, что может стать чудо, и разница между ними не в удаче. Это не в случайности. Это даже не во времени. Это выбор. Ваш выбор. Потому что вмешательство Бога – это не требование. Это приглашение. Он никогда не вторгается. Он не нарушает твою волю. Он протягивает свою руку, ожидая, наблюдая, шепча. Но дверь должна быть открыта с твоей стороны, спасение должно быть приглашено, и это приглашение исходит только от одной силы – вера. Теперь. Вы видите, как все, о чем мы говорили до этого момента, указывает на эту истину. Что чудо, в котором вы нуждаетесь, исцеление, в котором вы отчаянно нуждаетесь, прорыв, о котором вы молились, не в будущем. Оно в вашем отклике на этот самый момент. На этом перекрестке. На этом выборе. Давайте на мгновение вернемся к истории Езекии. Да, ему был вынесен смертный приговор. Но что на самом деле сделал Бог? Он не пытался наказать царя, он дал ему привилегированные знания. Редкое милосердие. Божественное предостережение. Предупреждение, овеянное любовью. Он говорил: «Я вижу, что грядет, и даю тебе время это изменить». А теперь подумайте об этом в своей жизни. А что, если испытываемая вами бессонница не случайно, а является откровением?
что, если тревога в груди, тяжесть на спине, череда эмоциональных взлетов и падений, что, если это не просто симптомы стресса, а знаки небес, что, если Бог шепчет, что-то грядет, и я слишком сильно люблю тебя, чтобы позволить этому застать тебя врасплох? Вы не просто смотрите видео. Вы стоите на духовной развилке. Один путь ведет к катастрофе, духовному упадку, финансовому краху, эмоциональной пустоте. А другой путь, он ведет к жизни восстановления и переполнения не просто выживания, но сверхъестественное изобилие и благословение, которое не просто помогает вам, оно исцеляет вас. Благословение, которое распространяется на ваших детей, ваш брак, ваше наследие. Но вот правда, которую большинство не хочет слышать, Божьи обетования условны. Да, Его любовь безусловна. Да, Его присутствие всегда рядом. На проявление благословения, богатства, исцеления, благосклонности, расширения требует послушания. Это требует веры. Это требует соответствия. Вера, говорит он, это ключ. Не усилия, не благие намерения, не религиозное поведение, вера. И вера – это не просто убеждение, это движение. Это риск. Это изменение. Вера означает поворот, когда Бог велит повернуть, даже если дорога впереди кажется туманной. Она означает отдавать, когда вам кажется, что вам недостаточно. Она означает прощать, когда горечь все еще пылает. Она означает просыпаться и молиться, даже когда никто этого не видит. Это вера, которая двигает горы. А теперь позвольте мне спросить вас, что Бог просит вас делать прямо сейчас, что кажется вам слишком трудным? Какую жертву вы отложили, надеясь, что без нее все станет лучше? Какое семя вы должны сеять? Время, деньги, прощение, служение. Но страх сковывает вас? И еще глубже, каким голосам вы поверили, которые говорили вам, что такова жизнь? Что вы рождены для выживания, а не для успеха? Что ты всегда будешь нести эту болезнь, этот долг, это одиночество? Это голос зла. Это царство тьмы пытается сохранить свою боль. Потому что, пока ты страдаешь, ты остаешься слепым к истине. Ты – наследник завета изобилия. Позвольте мне сказать прямо, бедность – не твой удел. Болезнь – не твоя судьба. Хаос – не твое наследство. Есть завет, нерушимое соглашение, написанное в крови Иисуса, которое дает вам доступ к полноте Божьего обеспечения. Это означает исцеление. Это означает богатство. Это означает радость. Это означает победу. Но это не происходит автоматически. Это активированной верой. И не ленивая вера. Не вера «сиди и жди». Нет, жить, дышать, потеть, плакать, молиться, действовать верой. Такая вера говорит, даже если я еще этого не вижу, я буду действовать так, будто это у меня уже есть. Такая вера привлекает внимание небес. Так что же должно измениться? Вы должны выбрать, в какое царство вы будете верить. Потому что их всего двое. Есть царство нехватки, страха, стыда, сожаления, болезни, дефицита. И есть Царство Божие, изобилие, мир, здоровье, богатство, цель, наследство. Нейтральной территории не существует. И каждая мысль, которую ты лелеешь, каждое сказанное тобой слово, каждое предпринятое тобой действие привязывает вас к одному или другому. Поэтому не заблуждайтесь, если вы хотите получить благословение, вы должны отказаться от верований, вызывающих проклятие. Вы должны разрушить идолов в своем сознании, идол самодостаточности, идол контроля,
идол страха, идол сомнения, идол реализма, который говорит «вот так оно и есть». Их необходимо сокрушить истинные слова Божьего. «Только я знаю намерения, которые имею о тебе, намерения во благо тебе, а не во зло тебе, чтобы дать тебе будущность и надежду». Иеремия 29:11. А теперь снова подумайте о ребенке. Все еще улыбаюсь. Все еще здорово. Все еще не осознаю своей тихой болезни. А что, если этим ребенком являетесь вы? Что, если ваш дух все еще играет, все еще смеется, все еще мечтает, и все же Бог видит нечто опасное, таящееся внутри, то, с чем вы еще не столкнулись? Он видит духовную опухоль, разрастающуюся в тени. Он видит эмоциональное кровотечение, скрывающееся за вашей радостью. Он видит финансовую модель, которая вот-вот разрушит все, что вы построили. И все же Он не приносит ужаса. Он приносит время. Время молиться. Время меняться. Время готовиться. Но это не будет длиться вечно. Наступает момент, когда молчание становится следствием, где возможность становится суждением, где промедление становится катастрофой. И Бог говорит вам: «Я даю вам последнее окно не для того, чтобы напугать вас, а чтобы спасти тебя». Итак, вот ваше божественное наставление. 1. Молитесь, как Езекия. Отвернись к стене. Плачь. Раскайся. Говори о жизни. Не будь легкомысленным. Будь отчаянным. 2. Жертвуй, как Авраам. Пожертвуйте семенем, которое имеет значение. Если оно не стоит вам ничего, оно не может вас благословить. Отдайте свое время, свои ресурсы, свое послушание. 3. Верьте, как сотник. Произнесите слово веры, даже когда чудо еще далеко. Скажите только слово, и моя болезнь исцелится. 4. Двигайся, как Моисей. Даже когда море еще не расступилось, сделайте шаг вперед. Чудо происходит именно тогда, когда вы двигаетесь, а не раньше. 5. Поклоняйтесь, как Давид. Даже если боль еще свежа. Даже если ты не видишь обещания. Поклоняйся перед прорывом. Именно это и делает прорыв возможным. Это не просто духовные разговоры. Это божественная стратегия. Если вы будете следовать этим принципам, если вы откликнетесь с настоящей, воплощенной, искренней верой, то, что было написано как смерть, будет переписано как жизнь. То, что было посеяно в трагедии, взойдет с триумфом. То, что враг обозначил как утрату, станет вашим наследием. Потому что Бог все еще в деле изменения окончаний. Он все еще занимается восстановлением времени. И Он мне случайно вывел это сообщение на ваш экран. Он призывает воздействие, к выравниванию, к пробуждению. Поэтому я должен задать последний вопрос. Воспрянете ли вы в вере до того, как наступит боль? Или подождете, пока страдания не вынудят вас действовать? Один путь ведет к потерям, другой – к обильный урожай. Но дверь не останется открытой вечно. Бог обращается к тебе сейчас. Он держит ключ. Вы возьмете это. Следующий шаг – ваш ответ. И чудо уже происходит. Это не просто предупреждение. Это не тактика запугивания. Это не голос осуждения. Это решающий момент, священное пересечение небесной милости и вашей земной ситуации. Момент, когда завеса разрывается, и то, что когда-то ощущалось как страх, теперь раскрывается как священное приглашение. Бог не указывает на тебя пальцем, Он раскрывает тебе свои объятия.
Сообщение, которое показалось тебе смертным приговором, этот темный шепот, прокравшийся в твое сердце, словно вор ночью, это не приговор. Это сигнал, божественное предупреждение о том, что Бог все еще рядом, все еще наблюдает, все еще предлагает то, чего жаждет ваша душа – избавление. Он говорит: «За то, что Он возлюбил меня, я избавлю его». Не потому, что ты был совершенен, не потому, что ты никогда не подводил, а потому, что ты решил снова поверить, вернуться, взывать, молиться, когда другие молчали, преклонять колени, когда другие бежали. Прямо сейчас я хочу, чтобы вы увидели себя не как того, кого предупреждают, а как того, кого выбранный. Вас не осуждают, вас назвается. Вам не говорят бежать, вам говорят рост. Потому что в Царстве Божьем предупреждения не являются угрозами. Предупреждение – это окна. Это моменты, когда вечность склоняется над нами, когда судьба протягивает руку и говорит: «Еще есть время». Пусть эти слова падут на ваш дух, как дождь после засухи. Бог не гневается. Бог действует намеренно. Он не находит удовольствия в страхе, Он рождает чудеса через вера. Он не приходит с гневом, Он приходит с мудростью. И в этой мудрости Он позволил этому посланию дойти до вас. Не на следующей неделе, не в конце, но сейчас, пока ребенок еще здоров, пока семья еще в сборе, пока сердце еще бьется. Почему? Потому что Он хочет, чтобы вы победили. Он хочет, чтобы вы победили. Он хочет, чтобы вы устояли в победе, которую Он уже приобрел. Но Он также знает, что нужно делать. Это чудо, это преображение, этот прорыв, для этого нужен ваш голос. Это требует ваша молитва. Да, ваша молитва. Молитва – это щит. Любовь – это меч. А вера – это ключ, открывающий небесные своды. Позвольте мне прояснить, еще не слишком поздно. Враг хочет, чтобы вы думали, что диагноз окончательный, что долг неизбежен, что путь ребенка предрешен. Но Бог продолжает говорить. Он не отвернул свой лик. Он не отвратил свой дух. Он движется прямо сейчас по вашей жизни. Его рука протянута. Огонь Его защиты начинает окружать тех, кого вы любите. Но Он просит об одном: покройте их молитвой. Укройте ребенка. Укройте свой дом. Обоснуйте свои решения. Обезопасьте свое будущее. Сейчас не время молчать. Сейчас не время быть пассивным. Сейчас время для декларации. Говорить жизнь в свой дом. Провозглашайте Слово Божье над своим ребенком, над своей утробой, над своим наследием. Кричите его, если нужно. Шепчите его, если это все, что вы можете. Но произносите его, потому что жизнь и смерть во власти языка. Взывайте непрестанно. Не потому, что Бог не услышал вас, но потому, что молитва помогает вам сохранять гармонию. Молитва – это не попрошайничество, это верить. Это не слабость, это война каждый раз, когда ты говоришь: «Боже, защити моего ребенка», небеса посылают ангелов на стражу. Каждый раз, когда ты произносишь имя Иисуса, врата ада содрогаются. Возможно, ты этого не видишь, но в духовном мире твой голос открывает победы, о которых ты не мог мечтать поколениями ранее. Вы меняете сюжетная линия. То, что когда-то казалось трагедией, теперь блистает перспективой. То, что когда-то казалось заключительной главой, теперь звучит как начало чуда. Ибо Бог сказал: «Долготой дней насыщу его,
и явлю ему спасение мое». Псалом 90, 16. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно». Исайя 54, 17. «Молитва праведного сильна и действенна». Иакова 5 часов 16 минут. Это не пустые стихи. Это оружие, они есть семена, и они есть указы. И когда они произносятся из твоих уст, они становятся активаторы судьбы. Каждый раз, когда вы молитесь, вы переписываете результат. Каждый раз, когда вы взываете, вы расширяете область действия. Каждый раз, когда вы стоите с верой, даже трепеща, вы возвещаете благословение. Итак, позвольте мне сказать вам прямо, что произойдет в вашей жизни, если вы примете этот призыв, защита, которую вы не видите. Ваш ребенок будет заходить в комнаты, которые могли бы причинить ему вред, но ангелы Господни будут окружать его. Несчастные случаи будут предотвращены. Болезни прекратятся. Кошмары затихнут. Обеспечение, которое умножается. Финансы, которые когда-то казались цепями, станут потоками. Неожиданные чеки, отложенные платежи, божественное партнерство – все это придет. Не как награда за ваш ум, а как плод послушания. Мир, превосходящий понимание. Пока другие будут скручиваться в страхе, ты будешь спать спокойно. Окружающий хаос не коснется тебя. Ты снова будешь смеяться. Ты снова будешь дышать свободно. Стеснение в груди исчезнет. Туман рассеется. Обещания возрождены. Мечты, которые ты похоронил, оживут. Планы, от которых ты отказался, снова вспыхнут. Огонь в твоей душе вернется. Ведь Бог никогда не забывает обещаний, даже если ты разучился в них верить. Это твое наследство. Не благодаря твоим усилиям, а благодаря твоим усилиям. Да. Потому что когда ты говоришь Богу «да», «да» молитве, «да» вере, «да» любви, Он отвечает огнем. Он отвечает защитой. Он отвечает свик настолько свят, настолько внезапен, что то, что когда-то называлось диагнозом, становится свидетельством. И послушай это, дитя Божие, слух, которого ты боялся, теперь стал реальностью. Подарок. То, что заставляло ваши руки дрожать, теперь заставляло ваши колени сгибаться. И эта поза на коленях, в покорности, в заступничестве сохранит вашу семью. Бог дал вам время. Теперь Он дает тебе власть. Пройдитесь по Нему. Провозглашайте исцеление. Говорите о изобилии. Отмени всякое поручение врага властью завета твоего. Потому что, когда Бог смотрит на твою жизнь, Он не видит статистику. Он не видит прогнозы. Он не видит, что о тебе говорит мир. Он видит одно – его ребенок, который вскрикнул и был услышан. Вы не забыты. Вы не дисквалифицированы. Вы не брошены. Вы защищены. Избраны. Защищены. Благословены. И если вы дошли до этого момента, значит, ваш дух уже отмечен. Вы услышали приглашение. Вы получили зов. И теперь благословение устремляется к вам, как поток. Так что примите это. Произнесите вслух: «Я получаю благословение. Я получаю покров. Я получаю силу переписать свою историю». Повтори еще раз, провозглашайте это до тех пор, пока ваше сердце не поверит в это. Потому что сегодня все меняется. Не из-за эмоций, не из-за слов человека, а из-за того слова Господне было отправлено вам. И оно не вернется тщетным. Пусть ребенок снова будет на свободе. Пусть семья спит спокойно.
Пусть отчет будет опровергнут откровением «Божья благость». Это никогда не было просто предупреждением. Это всегда было замаскированное чудо. Если это сообщение нашло вашу душу, если ваше сердце все еще колотится, если ваши слезы еще свежи, оставьте комментарий ниже со следующим текстом: «Я провозглашаю жизнь. Я защищаю свою семью. Я получаю благословение». И когда вы это сделаете, пусть это будет вашим согласием. Пусть это будет вашим семенем веры. Потому что Бог, который предупредил вас, это Бог, который сейчас собирается доставить вам. И Его обещание таково: за то, что Он возлюбил меня, я избавлю Его. Защищу Его, ибо Он познал имя Мое. Он воззовет ко мне, и я услышу Его. Псалом 90, 14-15, поэтому призовите Его. И посмотрите, чудо разворачивается. Отче Небесный, Вседержитель и Святой, мы предстаем перед Тобой в этот священный момент не с пустыми словами, не с отстраненными сердцами, но с трепетом Духа, пробужденного Твоей истиной. Ты говорил с нами не для того, чтобы напугать нас, а чтобы подготовить. Ты приподнял завесу и показал нам, что то, что казалось мрачным известием, было не концом, а началом божественного вмешательства. И теперь, со склоненными головами и открытыми сердцами, мы молимся. Господи, мы признаем, что Ты начало и конец. Ты видишь путь, который мы не видим. Ты видишь опасности прежде, чем они возникнут, и по своему милосердию посылаешь нам предостережение не для того, чтобы погубить нас, а чтобы дать нам время. Мы признаем, что часто отвлекались. Мы позволяли шуму этого мира, спорам, давлению и хаосу уводить наше сердце от самого главного. Но теперь, Боже, мы возвращаемся. Мы возвращаемся с безотлагательностью, мы возвращаемся с благоговением, мы возвращаемся с верой. Как было с Езекией, когда Ты открыл ему конец, чтобы он мог изменить его, отвернувшись к стене и взывая к Тебе, так и мы теперь обращаем свои лица к Тебе, Господи. Мы молимся, как молился Он. Мы плачем, как плакал Он. Мы вспоминаем веру, которая была у нас когда-то. И мы взываем: «Помилуй нас, Боже! Пощади наши дома! Укрой наших детей! Исцели невидимое! Уничтожь то, что растет в тайне! Ибо Ты, Бог, который сказал: «Я услышал Твою молитву, я увидел Твои слезы, я исцелю тебя». 4 Царств 25. Теперь мы понимаем, что предостережение никогда не было отвержением, оно было перенаправлением. Это была любовь в ее самой сильной форме. И мы благодарим Тебя, Отче, что в этот момент, даже когда враг чувствует перемену и готовится отвлечь нас, Ты помогаешь нам сосредоточиться. Ты облекаешь нас в доспехи веры. Ты возлагаешь мир на наши плечи, словно мантию. И мы принимаем его. Пусть Твое Слово, Боже, воспламенится, как огонь в наших костях. Пусть оно охраняет наше сердце. Пусть оно ежедневно напоминает нам, что живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоится. Псалом 92. Мы выбираем это жилище сегодня. Мы выбираем близость с Тобой вместо информации. Мы выбираем поклонение вместо беспокойства. Мы выбираем заступничество вместо раздражения. Господь, Ты обещал, что любящих Тебя Ты спасешь. И поэтому мы заявляем о своей любви сейчас не просто словами, но и преданностью. Пусть наша любовь будет доказана нашим послушанием. Пусть наша вера возрастает не только в песне, но и в нашем выборе. Ибо враг видит грядущее. Он чувствует благословение. Он чувствует трепет небес, готовых высвободить нечто вечное в нашу жизнь. Вот почему атаки усилились. Вот почему смятение пыталось воцариться.
Но мы не сдадимся. Вы научили нас этому, что награда следует за подготовкой, что чуду предшествует испытание, что исцелению предшествует наставление, что избытку предшествует послушание. И поэтому мы говорим «да» подготовке. Мы говорим «да» раннему утру, молитвам шепотом, отказу от отвлечений, освобождению от обид, семени, посеянному в вере, хвале, возносимой в тишине. Потому что мы знаем, что благословение близко. Гораздо ближе, чем мы думали. И когда оно придет, когда новость изменится, когда исцеление произойдет, когда придет пропитание, когда ребенок воскреснет исцеленным, когда мир вернется, словно поток, мы поймем, почему нам пришлось терпеть. Мы поймем, почему ожидание было мучительным. Мы увидим, что каждый миг сопротивления был не напрасен. Он готовил нас к принятию бремени славы, уготованной тобой. Поэтому, Отче, мы завершаем эту молитву не сомнением, а утверждением. Мы заявляем, ни одно орудие, сделанное против нас, не будет успешно. Исайя 54:17 мы заявляем: «Господь, пастырь наш, мы ни в чем не будем нуждаться». Псалом 22:1 мы заявляем: «Сиявшие со слезами пожнут с радостью». Псалом 125:5 и мы заявляем: «Благословение Господне обогащает и печали с собою не приносит». Притчи 10:22 мы готовы. Мы наблюдаем. Мы ждем не со страхом, а с верой. Пусть чудо проявится. Пусть награда падет. Пусть благословение будет запечатано. Во имя могущественного, вечного, непобедимого Иисуса Христа. Аминь. В такие моменты, когда голос Божий услышан, а сердце все еще бьется от убежденности размышлений, может быть, даже со слезами на глазах, нужно принять решение. Не завтра. Не позже. Сейчас. Потому что такие моменты не случаются. Они не случайны. Их нелегко повторить. Это не просто видео. Это божественное назначение, священное пересечение вашего земного смятения и вечной ясности Бога. Вы искали, боролись, надеялись найти что-то, что придаст смысл вашему времени. И вот небеса прошептали вам в ответ. Но даже сейчас, когда послание укореняется в вашем духе, враг готовится. Готовит отвлечение. Готовит сомнения. Готовит усталость. Он хочет, чтобы вы забыли все, что только что получили. Он хочет переключить ваше внимание на следующую задачу, следующую тревогу, следующую жалобу. Но вот ваше божественное оружие – воспоминания. Держись за то, что только. Что было сказано. Цепляйся за это, как за спасательный круг. Проговори это про себя, когда шторм вернется. Потому что Бог недалеко. Он не абстрактный. Он не недосягаем. Он здесь, рядом с тобой, ближе, чем твое дыхание. Он слышал каждый твой безмолвный вопрос, который ты не осмеливался высказать. Он видел битвы, в которых ты даже не знал, как сражаться. Он был рядом с тобой в поздние часы, когда твои силы были на исходе, а молитвы казались пустыми. И Он никогда не покидал тебя. Не на мгновение. Понимаете, ты сильнее, чем ты думаешь, сильнее, чем ваш последний диагноз. Сильнее, чем ваша последняя неудача. Сильнее, чем родовое проклятие, которое пыталось держать вашу семью в заложниках. Есть божественная сила внутри тебя, не твоя собственная сила, но Его. Сила того, кто создал звезды, кто рассек море, кто усмирил бурю. Эта сила обитает в тебе. Не потому, что ты ее заслужил, а потому, что Он избрал тебя. Ты не слаб. Ты не жертва.
Ты воин. Избран. Призван. Покрыт. Этот момент, это послание – начало новой главы. Но, как и любое новое начинание, оно требует действий. Итак, вот что я призываю вас сделать сейчас. Первый – комментарий ниже с твоим заявлением. Выскажи его миру. Пусть небо и земля согласятся с тем, что уже знает твоя душа. Напиши «Я избран». Я получаю благословение. Я не поверну назад. Пусть это будет вашей линией на песке. Ваша вера станет видимой. В общественном согласии есть сила. Оно закрепляет то, что пробуждено внутри. И это вдохновляет других, кто идет по тому же пути. Вы не одиноки. Вы – часть остаток, движение, духовное восстание верующих, которые выбирают веру вместо страха, цель вместо боли, благословение вместо рабства. Во-вторых, если вы еще этого не сделали, подписаться на этот канал. Не потому, что мы ищем цифры, а потому, что это продолжающееся путешествие, каждое послание – часть божественной последовательности. Каждое слово дополняет предыдущее. Вас пригласили в беседу завета. И вам нужно напомнить об этом. Зажечься. Наполниться. Здесь вас будут воспитывать, бросать вызов и готовить к тому, что грядет. Потому что да, есть что-то следующее. Это был не конец. Это даже не пик. Это было открытие двери. А в следующем послании мы углубимся в эту тему. Мы расскажем, как пребывать в постоянном благословении, не просто в мимолетном прорыве, но в ежедневном избытке. Как сохранить то, что вы только что получили. Как жить в чуде, а не просто гнаться за ним. Так оставайтесь на связи. Потому что путь священен. И твоя судьба священна. И, наконец, остановитесь на мгновение после окончания этого видео. Посидите в тишине. Позвольте Святому Духу запечатлеть это слово в вашем духе. Не спешите снова отвлекаться. Не позволяйте мирскому шуму заглушить посеянное семя. Вместо этого произнесите эту последнюю молитву от всего сердца. «Боже, благодарю Тебя за веру в Меня. Благодарю Тебя за то, что Ты подготовил меня к этому благословению. Помоги мне ходить в нем со смирением, мудростью и непоколебимой верой. Пусть это станет моментом, когда моя жизнь изменится. И я принимаю это. И я защищаю это. И я буду свидетельствовать об этом. Во имя Иисуса. Аминь. Вы уже не тот, кем были, когда начиналось это послание. Ты сильнее. Вы выражаетесь яснее. Ты благословенный. И вот теперь вы готовы. Оставьте свой комментарий. Подпишитесь, чтобы быть в курсе дальнейших событий. И помните это всегда. Ты воин. Избранный для победы. Окутанный благодатью. Предназначенный для изобилия. Бог с тобой. И история только начинается.